хотел уже закончить отвечать на вопросы подписчиков, комментарии. Но сам вызвался, сам вас просил писать. Вот теперь деваться некуда, придется отвечать. Какая-то настойчивая девушка пишет мне, что дает краснодарцам коренным приезд большого количества мигрантов из других регионов России. И она перечисляет проблемы, что типа мест в школах не хватает, маршрутки переполнены, мест в муниципальных лечебных заведениях не хватает. Давайте вот представим ситуацию. Я в Краснодаре родился и жил большую часть времени. Представим ситуацию 95-го года, когда мигрантов было еще мало. Даже народ уезжал из Краснодарского края. Кто-то уезжал, этнические немцы, в Германию. Евреи в Израиль уезжали. Кто-то в Москву переезжал. В Краснодар никто особо не стремился в 95-м году. Так, вспоминаем, что было в 95-м году. Первое. Жилых домов было мало. Потому что практически никто ничего не строил. Потому что были еще советские долгострои, не выстроены до конца. А причины экономической строить, вводить в строй новое жилье на тот момент не было. Покупательная способность населения была низкая. Многие жили, кстати говоря, в деревнях, и потом они начали переезжать, как Советский Союз распался, начали переезжать в Краснодар. Значит, соответственно, в деревнях стало тупо не хватать людей. Что кто-то, кто более-менее активен экономически, у кого есть кураж и силы на то, чтобы переехать и жить в другом городе, не в своем родном, он перебирался в Краснодар. Особенно молодежь, которая хотела активной социальной жизни, каких-то удовольствий, концерты, выставки, еще что-то, возможности, кстати говоря, поучиться. То есть ты переезжаешь в Краснодар, ты учишься в университете, и потом там и остаешься. И в каком-нибудь горячем ключе ты уже не остаешься, потому что, а что там делать? Мертвый городок. Вспоминаем. Трамваи были еще советские. Это в лучшем случае был чешский этот такой полукругленький трамвайчик. Забыл, как завод называется. Ну, вы его все помните. Либо, что большая часть была трамваев такая квадратно-гнездовая. Старые трамваи без кондиционеров и с очень плохими зимними печками, которые часто не работали, и в трамваях было жутко холодно. Те же старые троллейбусы были. По поводу муниципальных лечебных заведений. Я не помню, чтобы какие-то событием для Краснодара было открытие центра микрохирургии глаза имени Федорова. Но это было прям событие. Чтобы там открывались массово лечебные заведения в 95-м году, я этого не помню. И все, что мне пишет комментатор в качестве аргументов против, это на самом деле претензии же не к тем, кто приехал, а претензии к тем, кто управляет городом. Она пишет о том, что мало мест в школах. Так проблема в том, что не строят достаточное количество школ. В этом проблема. Проблема в том, что все, кто приезжает на Кубань, по непонятной причине, вернее, по понятной причине,
хотят селиться около Краснодара. Потому что в Краснодаре выше зарплаты, больше предложений по работе, больше жилья настроено вокруг Краснодара. Потому что в Краснодаре есть развлечения. И уровень жизни тупо выше, чем, допустим, в том же Кореновске или Горячем Ключе. Сонной деревеньке, где ничего нет. Если ты что-то хочешь более-менее, то тебе нужно ехать в Краснодар. Проблема именно в руководстве города и края, которая не смогла распределить миграционные потоки по разным городам. Тогда не нужно было бы рассаживать детей в первый класс, потому что дети могли бы ходить в какую-нибудь школу станицы, не знаю, Динской, например. Если не в Динской, то в станице Убинской. Ну, просто в Убинской же качество образования другое, хуже, чем в Краснодаре. Вот и все едут в Краснодар. То есть дело не в мигрантах. Дело в том, как эти миграционные потоки управляются и насколько они эффективно управляются. Простой пример. Здесь вот есть регион в Испании, жопа мира. Усть-Жопинск, Мухосранск. Называется Экстремадура. На удивление, это регион на границе Португалии и Испании, на юго-западе страны. Там жарко, ну во всей Испании жарко. Но не так жарко, как могло бы быть. Там, по крайней мере, нет пустыни, как есть вот тут недалеко от меня. Пустыня в Испании. Но туда никто не едет. И местное население, местное руководство предлагает деньги тем, кто переедет в Экстремадуру. Просто платят деньги за то, что ты переедешь. Будешь там жить какое-то время. Вот. Ну, если бы, я думаю, предлагали такое же условие для тех, кто захочет переехать из Краснодара, ну, хотя бы в тот же Кореновск, наверное, люди бы согласились некоторые переехать. Опять же, с точки зрения бизнеса, нормального бизнеса, если я вижу, что в Краснодаре 2 миллиона населения, плюс-минус, то я понимаю, что в этом городе можно открывать сеть каких-нибудь там ресторанов. Можно запускать какой-нибудь вид общественного транспорта, потому что есть кого привозить, он окупится. Потому что я понимаю, что есть кого нанимать на работу. В Краснодаре и раньше были маленькие зарплаты. Не было такого, что в 95-м году зарплата была $3000, а потом в 2005-м приехали какие-нибудь северяне, и зарплата упала до $300. Нет, такого не было. Я помню, что я пошел в университет, уволился, мне платили копейки в университете. В общем, я получал за пару лекций меньше денег, чем я тратил на такси, понимаете? То есть, чтобы мне приехать на занятия не на трамвае, а на такси, мне нужно было потратить больше, чем за эти 2 лекции я получал от Кубанского госуниверситета. Настолько мало платили. И я пошел, когда работать в коммерческую фирму айтишную на дядю. Мне платили, первая моя зарплата была $350 в 2003 году. Вот, вспомнил. Понимаете? То есть дело же было не в мигрантах. В 2003-м их было мало. Это потом они понаехали в большом количестве. В общем, что могу сказать подписчице? Во-первых, спасибо за то, что она
написала комментарий, она со мной спорит. Второе, я хочу сказать. Люди, которые приезжают в Краснодарский край из других регионов, они привозят с собой деньги. Когда у них получаются северные зарплаты, северные пенсии, ну они же их получают, эти, допустим, пенсии, условно, я не знаю какие, условно 100 тысяч рублей, она пенсия. Человек же не съест эти деньги. Он же пойдет эти 100 тысяч потратит на улице, на какие-то удовольствия, на еду. Он что-то купит, какую-нибудь себе поездку куда-нибудь там, в какой-нибудь гастротур. Он оплатит платную поликлинику, какой-нибудь медицинский центр. И за счет того, что таких людей больше, появляются новые медицинские центры с новым оборудованием. Появляются новые какие-то виды бизнесов, которые иначе бы не появились, потому что не было бы спроса. Вот я вам пытаюсь сейчас привести пример этого места, где я нахожусь. Это вот за мной, если видно, там высокие здания, это Бенедорм. А здесь была рыбацкая деревня. Маленькая рыбацкая деревня еще лет 30 назад на склоне горы под церковью. Нафиг никому не нужно было здесь селиться. Потому что относительно далеко от Аликанте, около 80 километров по прямой. Относительно далеко от Валенсии. Земля здесь плохая. Для сельского хозяйства не подходит. Плюс еще косогоры. Вон, посмотрите, горы кругом. Там-сям. То есть поля тут не распашешь. Тут есть сады. Выращивают они какие-то тут фрукты местные. Но в принципе, давайте по-хорошему. Если бы здесь не было отдыхающих, этот кусок земли нахрен бы никому не нужен. Потому что, допустим, дорадо, которые они вот там вот выращивают в море, вон там фермы, видите, стоят эти, типа как какие-то камешки, еще что-то. Это выращивают рыбу там в садках, подкармливают ее. Так вот эта вот рыба, которую здесь они выращивают, она здесь дороже в магазине продается, чем та же самая дорадо, которая привозят из района Галисии, со стороны Атлантического океана. Понимаете? Даже несмотря на то, что это искусственно выловленная, искусственно произведенная рыба. И только за счет того, что сюда понаехала куча туристов из всяких регионов Европы, понастроили домов, появилось много новых рабочих мест, которые открывают в том числе эти понаехи. И появилось экономическое обоснование, зачем сюда нужно проложить ветку скоростного трамвая, почему здесь нужно построить объездное шоссе. Это же все работа, это все деньги, это все затраты, это все вливание в местные бюджеты. Нанимают на работу местных, чтобы обслуживать туристов, все такое. Нету ни одного региона в мире, где бы люди выигрывали от оттока населения. Просто нету. Выигрывают как раз за счет того, что люди приезжают, начинают что-то делать, пытаться изменить жизнь к лучшему, привносят туда деньги. Они же увозят эти деньги из какой-нибудь Тюмени или с какого-нибудь Дальнего Востока, а тратят их в Краснодаре. Испания бьется с Португалией не на жизнь, а на смерть, и с Францией за цифровых кочевников, так называемых. Условие же какое, что ты должен зарабатывать деньги вне Испании, а тратить их внутри Испании. Понимаете, бьются, делают такие варианты, чтобы вот именно сюда приезжали люди и тратили здесь. То есть, получается, они берут деньги, условно говоря, из кармана норвежских налогоплательщиков или каких-нибудь там английских налогоплательщиков и вкладывают в карман испанских работодателей или испанских бизнесменов. Поэтому я считаю, что миграция, особенно миграция, когда она связана с приездом
пассионарных, активных, думающих, желающих что-то сделать мозгов, это прекрасная вещь, которая просто спасает Краснодарский край от скатывания в экономическую бездну. Опять же, те люди, которые сейчас приехали, допустим, будет ухудшаться экономика со временем. Те, кто сейчас сидит на какой-нибудь там зарплате баристы где-нибудь в Краснодаре, он поймет, что ему надоело жить в этом Краснодаре, стоять в пробках, водить ребенка в 3 класс. И он подумает, что, наверное, ему стоит переехать куда-нибудь в Кореновский район или в Кропоткино или в Кавказский район, взять кусок земли или пойти на работу к какому-нибудь предпринимателю местному и вместе с ним выращивать, допустим, кукурузу или подсолнечник. Многие элементарно, ребят, поубивали многих мужчин и поубивают еще. То, что приезжают сейчас семьи, а в основном приезжают именно семьи, это же замечательно. То есть кому обрабатывать землю, кому стоять за штурвалом какого-нибудь комбайна, кто готов на стройке бетон лить, потому что то, что сейчас делают с мигрантами Средней Азии, как закручивают по отношению к ним гайки, по сути принуждая их идти воевать, в конечном итоге у вас просто дворников не останется водителей мусоровозов, учителя в школе уже, выходцы из Центральной Азии, учителя. Уберите этих учителей из школ, вы пойдете преподавать за 30 тысяч. Те, кто мне жалуются на мигрантов, вы готовы пойти преподавать? Да, может быть, они не совсем на русском языке говорят, но хоть как-то на русском. Я вот не могу пойти в местную школу преподавать. Я не говорю достаточно по-испански, чтобы преподавать физику или компьютерные технологии. А эти люди приезжают и преподают вот конкретно случай из школы, где моя дочка учится. Это хорошо, что в Краснодарский край есть внутренняя миграция. Спросите жителей какой-нибудь, я не знаю, Омской области или жителей той же Москвы, насколько им нравится, когда к ним приезжают, и там намного больше представителей заграничных диаспор, не россиян. У них тоже много претензий, но Москва вырастает на том, что люди приезжают в Москву, покупают недвижимость, вкладываются в экономику, создают бизнесы в Москве. Люди – это новая нефть. Полностью с этим согласен.